Всем привет! С чего начинается новое большое путешествие? С выбора автомобиля, конечно же. С вами Игорь Абросимов, вы на канале Блог ЖД Фотограф, и мы сегодня отправляемся в Рыбинск ловить жуткий автобус. Зачем мы это делаем? Узнаете потом по ходу видео. Сейчас я попрошу вас подписаться на канал, ткнуть палец вверх, чтобы алгоритмы Ютуба поняли, этот видос кому-то там интересен, его нужно дальше крутить в ленте новым зрителям. Без этого продвижения у канала просто не будет. А проблема в Geely Coolray с вот этим устройством. Дело в том, что для того, чтобы вывести сюда Яндекс.Карты, нужно скачать стороннее приложение, которое будет транслировать сюда онлайн-трансляцию экрана смартфона, что совершенно неудобно. А вот в Хавале Джолине есть Android Auto, который выводит сюда карту как полностью отдельное устройство. Но в целом Geely Coolray машина неплохая, она может быстро ехать, в ней есть спорт-режим, есть круиз-контроль, это когда ты нажимаешь кнопку, задаешь скорость, она сама поддерживает скорость. Есть ограничитель скорости, который позволяет, сколько бы ты ни топтал газ, она не будет ехать быстрее заданной скорости. Короче, в целом для дальней дороги машина неплохая, вот за исключением, конечно, того, что здесь нет Android Auto. Вот какой избалованный тип. Магия монтажа. Мы переместились в окрестности города Мышкино. Это местечко называется Барок. И здесь мы хотели сфотографировать наш крутецкий, редчайший ЛиАЗ 5256.3001 2005 года выпуска. Особенности. Старая физиономия с круглыми фарами. Таких ЛиАЗов на сегодняшний день, на 2026 год, уже отыскать очень сложно. Это первое. И во-вторых, этот ЛиАЗ пригородный, двухдверный. Еще более редкая модификация. И вот здесь он должен был проехать по маршруту номер 159 от Рыбинска до паромной переправы в Мышкине. Но вместо него проехал ЛиАЗ ГАЛАЗ 5.2, какой-то там, короче, вот такая модификация у него. Автобус тоже, кстати, довольно интересный, не такой уж распространенный, но, конечно, интереснее было бы сфотографировать ЛиАЗ 5256.3001. Хотя, честно говоря, глядя на этот ЛиАЗ 5256.3001, особого восторга от его внешности я не испытываю. Как только можно такое выпускать на маршрут с пассажирами. Смотрите, какая красота, минимализм, кофейня кондитерская, прекрасная, замечательная вывеска, абсолютно не кричащая, да? 20 метров асфальта от здания до здания, мы поворачиваемся и видим замечательно отвратительную коробку, обделанную непонятно чем из кучи кричащих вывесок. И ведь это в городе, в котором ввели дизайн-код, как говорят мамкины урбанисты, понимаете? То есть, а где? То есть здесь дизайн-код есть, да? 20 метров земли, дизайн-кода нет. Это как так? Или вот театр тоже красивая вывеска, театр кукол, все дела, да? То есть здесь есть. Почему здесь-то нет? Там не работает? Не завезли? А что еще завезли, кстати, в Рыбинск? Вот, говорят, Петербург в последнее время раздает троллейбусы в разные города, да? Но, по-моему, еще вместе с ними он раздает заборы. У Петербурга заборная фабрика. Извините, надо снять вот этот вот совсем неинтересный бас, или как его там, да. Сейчас я немножко его сниму. Вот он, видите, он просто бело-синенький, страшненький. Но сфоткать-то хочется. Ну и, в общем, самое главное, что вдобавок ко всему, я здесь торчу уже хрен знает сколько времени, то есть много. А ни одного-то троллейбуса нету. Ни одного троллейбуса, товарищи, нету. Зато есть ПАЗ 4234. Вау! Все. Кайф. Если есть ПАЗ, значит мы в России. Товарищи, ура! Ура! А троллейбусов нет, потому что это запрещенный вид транспорта в России. Эй, ты зачем мой хлеб отбираешь? Это я провожу режим Варламова. Ты лучше расскажи зрителям, почему мы находимся в Рыбинске уже полчаса и находимся на привокзальной площади, вместо того, чтобы смотреть на красивенькое. Да все просто. Мы приехали на привокзальную площадь Рыбинска, потому что здесь самое большое сборище местных автобусов, среди которых нас интересует, конечно же, один конкретный автобус модели ЛиАЗ 50
56 30 01. Пригородный двухдверный автобус 2005 года выпуска с круглыми фарами, дорестайлинговый. Итак, друзья, как вы уже поняли, мы приехали в Рыбинск, чтобы протестировать местную транспортную реформу, которая проходит здесь прямо сейчас. Новые автобусы заменяют старые автобусы, прямо как в Ярославле. И в Рыбинске теперь ездят автобусы Ярославской области. Все они желтенькие, новенькие. А еще в Рыбинске есть троллейбусы. Правда, мы находимся уже до вокзала уже почти полчаса, и ни одного троллейбуса так и не проехало, при том, что провода висят. Что за безобразие? Зато проехал классный электробус «Сириус» в кузове троллейбуса ВМЗ 5298.01 «Авангард». Состояние асфальта в Рыбинске в 10 метрах от главной улицы. Кто-то скажет, время года неудачное, а, по-моему, здесь неудачная программа ремонта асфальтового покрытия. Одна из главных транспортных достопримечательностей Рыбинска – это его троллейбусная система. Подумай только, в городе живет 170 тысяч жителей и есть электротранспорт. Не каждый 15-миллионник может похвастаться подобным. Троллейбусы здесь ездят даже по главной улице, которая называется Крестовая, на которой, собственно говоря, я и нахожусь. И это как раз тот случай, когда я понимаю сторонников так называемой концепции чистого неба, которые говорят, что троллейбусные провода уродуют облик города. На этой улице происходит именно это. А еще столбы контактной сети и фонарей здесь натыканы как частокол. И тоже не очень красиво смотрится на этой потрясающей улице. Ну, в общем, вы сами прекрасно видели, в каком тут все состоянии. Серьезно, что это? Я, конечно, понимаю, что нужно обслуживать контактную сеть, это дорого и затратно, но не пора ли выделить на рыбинский троллейбус немного, а лучше много денег из федерального или хотя бы из регионального бюджета, чтобы в городе не было вот этого позорища. Это же туристическое место. Но худой конец, существует же автономный ход. Можно просто демонтировать вот этот сложный узел и запустить на маршруты троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые будут заряжаться где-нибудь в другом месте, подальше от исторического центра, а здесь будут ехать с опущенными штангами. Не могу поверить, что я это говорю, но троллейбусные провода отсюда надо убирать. Или переделать их, чтобы они прилично смотрелись, ведь такие технологии существуют. Что касается самой Крестовой улицы, то она просто бомбическая. Здесь крутая архитектура. Я сходу не могу вам все о ней рассказать. Постепенно мы посмотрим на достопримечательности. Но главная особенность этой улицы, как и в принципе всего Рыбинска, это единая стилистика вывесок различных организаций. Чем не может похвастаться практически ни один другой российский город. Вспомнить хотя бы Тулу с ее Советской улицей. Ой, лучше бы я ее сейчас не вспоминал. Все вывески на этой улице сделаны в дореволюционном стиле. Будь то пиццерии, будь то салоны оптики, любые организации, все они имеют одинаковые, а точнее схожие по стилистике вывески. И это просто замечательно. Вот бы во всех городах так сделать, особенно в Туле, на Советской улице. Здесь даже у микрокредитной организации есть красивая вывеска. Пользоваться ее услугами я вам, конечно же, не советую. Какие троллейбусы есть в Рыбинске? ВМЗ 170, ЗИУ 682, ЛиАЗ 5280. Подожди, это фотографии 2012 года. А больше фотографий о Рыбинске 2012 года вы можете посмотреть в моей статье на Дзене. Современные троллейбусы Рыбинска — это ЛиАЗ 5280. Единственный не вологодский троллейбус в Рыбинске в кузове автобуса ЛиАЗ 5256. В количестве 1 штука. Далее, здесь есть 3 троллейбуса ВМЗ 5298.02 «Сириус». Они новенькие, желтенькие, конфеточки, потрясающие. Их 3 штуки, они 2024 года выпуска, и они предназначались для Ставрополя. Но Вологодский троллейбусный завод сорвал сроки поставки, и Ставрополь от них отказался в пользу троллейбусов «Пересвет». А «Сириусы» попали сюда, в Рыбинск, и теперь радуют всех, кто только их видит. А это основная единица подвижного состава в Рыбинске, ВМЗ 5298.01 «Авангард». Они тут живут в количестве 35 штук. Они здесь есть синие, есть дырявые, есть зеленые, есть ржавые, есть ужасные. Но объединяет их одно. Один страшнее другого, а все из-за низкого уровня обслуживания. Троллейбусы «Авангард» здесь 2008-2009 годов выпуска, и они переданы сюда из Казани, а также из Вологды. Глядя на эти троллейбусы, хочется только одного — развидеть их
и бежать, сверкая пятками. Это просто какой-то тихий ужас. Я в таком состоянии раньше видел только какие-нибудь древние ЗИУ-682. Чтобы троллейбус 2009 года выглядел вот так. Это какой-то нонсенс. Я, конечно, понимаю, что ему уже больше 10 лет и все такое, но... Что это? Ну и как, по-вашему, что нужно сделать с такими троллейбусами? Закрыть и сдать на металлолом? Можно, конечно же, всегда, но лучше выделить денег из федерального или из областного бюджета на закупку нового подвижного состава или хотя бы на то, чтобы отремонтировать как следует вот этот подвижной состав, потому что, в принципе, он не старый, 2009 год, но выглядит так, что без слез не взглянешь. С другой стороны, разве плохо, когда шины можно смотреть прямо из салона троллейбуса? А теперь режим Варламова, моя любимая рубрика, которую автобус-мастер пытался у меня отобрать, но я ему не отдам. Так вот, мы сейчас идем вот на этот путепровод, чтобы сфотографировать на нем троллейбусы по солнышку, а также с путепровода сфотографировать какой-нибудь красивый поезд. И по правилам дорожного движения я вообще не имею права здесь находиться, потому что здесь просто нет зебры, а другого способа попасть на путепровод просто не существует. Какие есть варианты? Можно пройти, например, вот по этой грязи, все очень продумано, либо можно перепрыгнуть через этот забор. Я даже не могу придумать какое-то логическое объяснение всему происходящему. Мы находимся на улице Максима Горького. Здесь курсируют все 4 троллейбусных маршрута, которые есть в Рыбинске. И это отличный повод рассказать вам краткую историю рыбинского троллейбуса. Открывайте тетрадочки и записывайте. Открыт троллейбус в декабре 1976 года на машинах ЗИУ-682. Пик развития сети пришелся на 1988 год, когда здесь работало 7 троллейбусных маршрутов. А сейчас их осталось, как я уже сказал, 4. На линию выходят 39 троллейбусов. Ну а какие конкретно эти троллейбусы, я вам уже рассказал. Смотрите выше, если вдруг по какой-то причине вы смотрели невнимательно. Моя оценка рыбинскому троллейбуса 4 Санкт-Петербурга из 10. И то лишь потому, что он просто здесь существует. Мне кажется, в современных реалиях его могли бы уже закрыть, но нет. Держит, и это на самом деле очень хорошо. Осталось только восстановить здесь нормальную контактную сеть, привести в порядок подвижной состав, чтобы он был весь красивый, без рекламы, ни ржавый, ни дырявый, купить новенькие троллейбусы, сделать новые маршруты и все такое прочее, что я уже говорил примерно во всех своих видео о любых троллейбусных системах. Берите пример с Самары. Там троллейбусы 80-х, 90-х годов ездят так, как будто бы их выкрали из музея, и они там просто идеальные. А здесь эти несчастные авангарды конца 2000-х годов выглядят так, что без слез не взглянешь. Неудивительно, что при таких троллейбусах находятся люди, которые считают троллейбус устаревшим видом транспорта. Это естественное положение вещей, когда рядом едет вот это вот, и следом за ним новенький желтенький автобус. Троллейбусы тоже должны выглядеть прилично, и тогда всяких глупых мыслей у людей возникать не будет. Своевременное обновление подвижного состава – вот ключ к тому, чтобы троллейбус был современным. Или хотя бы с содержанием в приличном состоянии того, что есть. Что касается достопримечательностей здорового человека, то есть архитектурных, исторических и всех прочих, в этот раз о них расскажет новый эксперт по достопримечательностям здорового человека. Его зовут Александр. Александр, вам слово. Поддержите его в комментариях, для него это тоже дебютное видео. Всем привет! Люди на месте города Рыбинска жили очень давно, но официально город объявлен только в 1777 году. Он несколько раз менял имя. Он был сначала Рыбной Слободой, потом Рыбинском, потом Щербаковым, потом Рыбинском, потом Андроповым, потом опять Рыбинском. Его функция – это перегруз зерна с реки на железную дорогу, на какие-то другие пути перевозки. Много красивой архитектуры. Например, вот эта каланча.
Она построена в 1912 году, и 3 предшествующие ей деревянных строения сгорели. Поэтому в 2012 году решили построить каменную. И не прогадали. А это Волжский мост через Волгу. Строился он с 53 по 67 год, и архитектура его простая и лаконична, достойная великой русской реки Волги. А также следует добавить, что по этому мосту ходил троллейбус 8 маршрута, который соединял 2 берега города. В 2010 году троллейбус тут заменили автобусом, а в 2023 году троллейбусную сеть тут демонтировали. Спасо-Преображенский кафедральный собор – центральный храм города. Интересно то, что колокольня построена на 50 лет раньше самого здания храма. Кроме того, колокольня украшена башенными часами очень известной до революции фирмы Фридрих Винтер. Обратите внимание на главный рыбинский памятник Ленину. Он здесь в зимнем пальто и в зимней шапке. В нашей стране таких Лениных еще всего 2, и оба в Красноярском крае, в Ужуре и Минусинске. Обратите внимание на постамент. Постамент не от Ленина. Постамент предназначался памятнику для Александра II, императора-освободителя. Новое здание хлебной биржи. 1912 год. Неорусский стиль. Когда-то здесь заключались миллионные договоры на перевозку зерна. Старое здание хлебной биржи, построенное в 1811 году в стиле классицизм. Первый советский реактивный самолет Ту-104А. Прекрасный техномонумент Рыбинска. Поставлен на постамент в 1973 году. Еще один интересный монумент города Рыбинска – асфальтовый каток, который произведен в 1931 году и установлен у завода «Раскат», который производил эти асфальтовые катки. Друзья, сейчас у нас конец марта, и вот как выглядят тротуары в Рыбинске. К счастью, не все, но тем не менее, такие здесь тоже присутствуют. И кто-то скажет: ну конечно, ты же снимаешь в такое время года, оно неудачное. А по-моему, неудачно здесь только решение не делать ливневку в течение многих лет. Потому что может быть глупее, чем в городе, где каждый год случается паводок, не делать ливневку. А об автобусах Рыбинска расскажет, как всегда, наш автобусный эксперт. Yo, come on. Oh my. Fuck yeah. Автобусный эксперт расскажет лучше всех про Мерсы, Лиазы и прочий ветчермет. Автобусный эксперт, но лучше в мире нет, чем старый Икарус. Автобусов нигде. Ну, хоть напишите, пожалуйста, как вам заставочка, я же ее делал дольше, чем все остальное видео. Всем привет, с вами Автобус Мастер. А за моей спиной вы видите уже знакомый бренд «Я Автобус». Как вы думаете, в каком городе я нахожусь? Вот и не угадали. В Рыбинске. Смотрите, я Рыбинский автобус. В 2024 году сюда добралась транспортная реформа, и ее плоды вы можете видеть за моей спиной. На городские маршруты вышло 34 автобуса ЛЯЗ 5292-65 и 10 автобусов ЛЯЗ 4292.60. В ближайшее время анонсируется обновление пригородных автобусов, а среди них есть кое-что интересное. Например, автобус ЛЯЗ 5256-2301, производство в Голицыно. 5 штук. Пригородный автобус, кресельный, большого класса, нынче чем не редкость. Или вот еще автобус НИФАС 5299-1752, целых 2, белого цвета, тоже кресельные, тоже пригородные. Правда, конечно, не такие старые. Также здесь есть автобус ЛЯЗ 5256-34, ЛЯЗ 5256-54, каждых по 2 штуки. И самый-самый интересный автобус – это ЛЯЗ 5256-3001. Автобус 2005 года выпуска, пацаны. 2005. Это ЛЯЗ с классической мордой лица, скажем так, еще с круглыми фарами. Тот самый, которых когда-то было много в Москве. Только, правда, в городской модификации .25 или .26. А еще такие были в Москве, например, и школьными. И это классический двухдверный пригородный автобус с креслами и с двигателем в задней части. Представьте, на минуточку, этому автобусу уже 21 год, что по меркам автобуса, тем более отечественного, весьма и весьма немало. А за его состояние говорит его, конечно, уставший вид. Но, к сожалению, сегодня нам этот автобус не попался. Удача отвернулась от меня, товарищи. Простите, с вами был Автобус Мастер из Рыбинска. Не могу.
А вы еще здесь? Я не плачу, это просто снежинка в глаз попала. Все хорошо, мужики, все нормально. Я сильный, я могу, я держусь. Что я могу сказать? Город мне очень даже понравился, хотя в нем есть все те же самые проблемы, что и в других российских городах, в той же Рязани и в Туле. Тут вам и сопли проводов, и заборы, и разбитый асфальт на дорогах и на тротуарах, и куча луж. Короче, работать здесь есть много над чем, чего я желаю Рыбинску, чтобы он стал еще более крутым туристическим городом. А троллейбус Рыбинска я в очередной раз желаю развития, восстановления новых маршрутов, чтобы здесь был нормальный подвижной состав, и не эти ржавые, ужасные ВМЗшки, чтобы приятно было на них посмотреть, а не вот это вот все безобразие. Не забывайте подписываться на мою страничку в Бусте, потому что только благодаря вашей поддержке я сейчас снимаю все эти видосы. Чем больше будет вас, платных подписчиков, тем больше я буду снимать и быстрее буду монтировать. С вами был Игорь Абросимов, блог ЖД Фотограф. Смотрите другой контент на канале, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Я с вами прощаюсь, до новых видео.